Привет! Как же классно, когда у тебя мама модная тетечка. Всегда можно прибарахлиться. Какая прелесть, не могу, прямо так листает. И под общий мой наряд подходит. В общем, пошла я на встречу с подружкой. Сейчас буду дарить презенты из Питера. Погуляем и покажу еще свой город немножко. И закончился фонтан, потрясающе. Так и хотела повыпендриваться. Все. Тут у нас, что там, бульвар Постышева, да, называется? У нас тут вообще-то есть раздельный мусор. И красивая дорожка к набережной. Вот она, пожалуйста, набережная. О, тут даже на китайском написано. Здорово. Здесь так мило, так красиво. И такой вид красивый на Ангару. А сейчас пойдем на бережок, прогуляемся. Посмотрим там. Эти набережные потрясающие. Тем более сейчас совсем не до этого. Курс на набережную. 101 раз скажу, что у нас есть где посидеть. А мы пока погуляем. Прикольно вообще. Водичка голубая-голубая. Даже мини-пляж. Ой, водичка. Да. А помнишь, когда ты сюда ходили, шашлыки жрямкать? Да, в той стороне. Когда-то здесь ничего такого не было. Вода не уйдет. В деревне вода не Тут, оказывается, можно покататься, как экскурсия туда на островочек, где-то вот в ту сторону. Часы работы и, как называется, иркутская форель. Да, там всякие штуки. Ух ты, здорово. Семейный корпоративный отдых. Круглый год, каждый день свежая форель. О, там еще можно, короче, посмотреть, где ее там... Получается, где ее выращивают, да? Классно. Сзади нас хорошенький ресторанчик. В общем, мы зашли в этот же ресторанчик. Далеко-то ходить не стали. Кис. О, он называется поцелуйчик. Кис. Я сейчас покажу цены. Лично меня неприятно удивили. Понятно. Угу. Принесли мне первое блюдо, такое милое. Вид на самом деле, ребят, вообще потрясающий. Очень красиво. Ну все, у нас полный комплект. Дима, Оксаночка, помаши, пожалуйста. Как в деревне, да, помаши. Мне все-таки этот вид вообще, конечно, впечатляет. Очень нравится. А отдельно я хочу сказать, всегда в любом ресторане принесут жвачку, в отличие от некоторых там городов, таких как Питер и Москва. Пожалуйста, научитесь уже жвачку приносить людям. Я сейчас вам для полного счастья уточню, что еще и местная город Иркутск. Вот когда-нибудь научатся обслуживать как положено клиентов. Учитесь здесь, в Иркутске. Попрыгушка. Вот тут крутые тачки можно снять. Да, этот контент. Хотела как раз рассказать, у нас кинотеатр Баргузин, почему называется. Есть такой ветер Баргузин и Сарма на Байкале, который поднимает волну аж до 6 метров. И вот у нас кинотеатр Баргузин. А этот вот товарищ, это как турист или как? Человек, который ожидает свою девочку в кино. Тут есть местное мороженое Ангария. На самом деле, сколько я помню, оно всегда было самое вкусное. Ой, ну все запотело, ничего не показать. Ну ладно. В общем, вы должны знать, что есть местное мороженое. Очень вкусное, очень. Одно из самых вкусных. Ну, короче, я же не могу пройти мимо. Вот вообще мимо можно пройти, нет?
Эти глажки хорошенькие. Забираю. Ну, это еще что? А, просто пломбирчик. Баргузинский. Нет, ну, конечно, красивые глазки берем. Короче, в центре города. Там, кстати, администрация вот в конце. Я ем мороженое. Называется этот сквер... Вообще, раньше он назывался сквер Кирова, а теперь это называется... Как вернули старое название, сквер имени Спиранского. Как его? Площадь Спиранского теперь. Ну, короче, все вернули. Вообще, много было всяких там моментов, из-за которых хотели вернуть старые названия и улиц, и вот, ну, вот площадь тоже. И заметим еще раз, лавочек миллион. Везде можно посидеть. Везде. Не то, что где-то. Ну, ладно, я уже каждый раз буду просто говорить, потому что реально везде можно присесть, отдохнуть, насладиться видом. Так, что? Макет центральной части Иркутска. Вот бы еще вспомнить, где что находится. А я стесняюсь спросить, мы-то где? 6-я Солдатская. О, я таких даже не знаю улиц. Амурская, это сейчас Ленина, по-моему, да? Я помню, там было написано Амурская. Это Амурская улица. А вот здесь, наверное, как раз сквер и церковь. Церковь там, кстати, дальше на набережной. Сейчас прогуляемся, покажу. Вообще, если честно, сложно понимать, где что находится. И тут, кстати, как всегда, какая-то выставка. Сейчас она врачам. А одно время там как-то, я помню, была выставка ко Дню Победы. Вот, гостиница Ангара, пожалуйста. Вот, сейчас расскажу. Везде в центре города проходит такая зелененькая полосочка. Это туристический маршрут. Вот куда она идет, везде будут достопримечательности. Вот там есть. Мы сейчас пришли со сквера точно так же по этой зеленой полосочке. И вот можно так прогуливаться, гулять и, соответственно, туристические маршруты смотреть. Что у нас там? Зеленая линия, да, называется. Сейчас прочту, скажу. Что там, как называется? Вот у нас здесь пешеходный экскурсионный маршрут. Да, ну вот зеленая линия. И тут даже можно аудиогид по Иркутску взять. То есть вот как раз зелененькая полосочка это. Приезжайте, смотрите, гуляйте. Такие вот фонарики классные. Здесь достопримечательности. Класс. Вот как раз, наверное, экскурсия-то и проходит. Мы сейчас идем на набережную. Она называется Верхняя набережная. И вот сейчас посмотрим, там тоже хочу прогуляться. 100 000 лет не была. Наш Иркутскэнерго. И другой ракурс. Да, пойду, конечно, на вечный огонь. В принципе, почему нет? О, кстати, у нас такие особенные лавочки. Я таких не видела нигде. Почитаем. Именно сибирякам выпало принимать главную тяжесть и муку сталинского побоища. Из наших земляков почти полностью состояли 62-я и 64-я армия, которые как раз угодили в самое пекло и сражались там с 1 и до последнего дня, 2 февраля 1943 года. Голованов, иркутский кинодокументалист. И много-много разных фраз написано вот на лавочках. Это, кстати, презент от Сбера когда-то был. Но здесь, видимо, все будет посвящено войне, потому что мы сейчас возле Вечного огня находимся. Что-то в Сибири не было войны, на бесконечно павших списке в Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски. Краснов. Ну вот, много-много будет таких и лавочек, где можно посидеть и отдохнуть. Ну и вот, идем туда на набережную. Красивенько. Ну вот, к набережной направляемся. Вот этот, кстати, памятник Якову Похабову, если получится, подойду поближе. Это, по сути, основатель Сибири. А еще у нас самая старая церковь, одна из самых старых церквей в России, в принципе. Погуглю, уточню потом, с какого она времени, но она очень старая. Одна из самых-самых старых вообще в России. И вот набережная такая. Ничего себе, вода как поднялась сильно. Сейчас спускаемся. И вон там пойдем по низу, ближе к водичке. Водичка вот, кстати, я хочу сказать, всегда вот такая бирюзовая. Красиво.
против солнышка, конечно, ну что делать? Я говорила, вообще он как памятник пишется основателям, как бы общий собирательный образ. Но на самом деле это был Яков Похабов, который пришел сюда, как я уже рассказывала в одном из своих видео, прогнал бурят, которые были неподготовлены. И, пожалуйста, как же там был, даже не город был, заимка или что там на Иркуте. И потом назвал его Иркутск. Вот. Казакам Якову Похабову, товарищ. Ну где ты там, красавчик? Сейчас обойду. Напротив солнца, конечно, плохо видно. 1661 год. Основателем Иркутска от горожан в 2011 году поставили его. Прикольный. И, кстати, наш город на 6 лет старше Санкт-Петербурга. Вот она, эта красивая церковь. На самом деле, как пряничек. Очень красивая. Прям мне очень нравится. Я как истинный патриот купила иркутскую минеральную воду. На самом деле, она даже лечебная какая-то здесь написана. На самом деле она село Алха, скважина там есть у нас. Господи, мне просто солнце в глаза светит почти, поэтому я так выгляжу. И здесь можно еще по QR-кодику зайти и информацию посмотреть. Ну, короче, поддерживаем местного производителя. Хотя, какой там производитель? Это же все природное. Ну ладно, бутылочку придумали, сделали. Причем пластиковую. Пошли мы дальше гулять. Вот, видите, зеленая линия, она с номерками. И вот, пожалуйста, вот, например, номер 19. Это у нас... сейчас скажу, как называется. Господи, как сложно. Московские триумфальные ворота. Для особенных. Сейчас сдалека покажу, потому что я совсем рядом стою. Вот, спустимся. Там кораблик, на самом деле, музычку такую включил. Потрясающую. Кораблик называется Нерпа. И вот они, ворота. Вот ворота. На самом деле вечером красиво смотрится. А вот здесь Сбербанк, главный офис. У меня просто один-единственный вопрос. Что за Шумахер там Нерпу водит? Или как там правильно? Поправьте меня. Он просто так резко разворачивается, что пришвартовался так резко, что улетел отсюда. Что там за Шумахер такой? Как много где уже я видела, кстати, по стране, и у нас в том числе есть вот такие указатели, где какие достопримечательности. Угу. Исторический центр Иркутска. На этом месте, на главном въезде в Иркутск, со старого Московского тракта находились Московские ворота. Вот поэтому они здесь и стоят. Возведенные в 1811 году по случаю десятилетия царствования Александра I. Все понятно, сразу стало. Я как обещала, вот, пожалуйста, лавочки. Закончилась набережная. А здесь вообще дорога. На лавочке есть. В общем, зашли мы тут в одно кафе, а здесь делают позы. Я, короче, забыла, как называется. Позы называется. Это бурятское блюдо. И мы еще тут выбрали морсик. Я сейчас меню покажу. Вот, морсик, в принципе, за хорошую цену можно приобрести. И пельмени, чебурек, позы. Позы, пожалуйста, поштучно. Они продаются, сейчас принесут нам. Я покажу, какие. В принципе, тут так адекватные вполне себе цены. Вообще, я сказала бы, даже очень приятные. В общем, вот так выглядят позы. Я сюда, конечно, уже соевого соуса накапала. В общем, принцип каков. Их нужно взять, откусить кусочек, выпить сначала бульон и потом все остальное кушать. Это так правильно, ну, как по правилам. А пока мы наслаждаемся потрясающими позами, ждите продолжения.